Всем привет! Скоро наступит дачный сезон, и встанет у многих острый вопрос с садовой мебелью. И сегодня я хочу начать цикл видео о садовой мебели Кентукки. Я считаю этот вариант интересным и достаточно легко исполнимым любым начинающим мастером. Вариантов этой садовой мебели много, и в каждом видео будут подробные схемы, таблицы и чертежи изделий, чтобы вы могли их достаточно удобно и быстро собрать. Все чертежи и схемы сборки будут висеть на экране относительно долго, чтобы вы могли успеть спокойно снять скриншоты и использовать их в дальнейшем. В связи с тем, что я немного приболел и с голосом у меня не очень, рассказывать за меня будет мой электронный помощник. Это тоже интересный вариант подачи информации, и я думаю, что вам будет смотреть не скучно. А в комментариях мне, пожалуйста, расскажите, насколько удобно и интересно был данный способ подачи информации. Ну а теперь слушаем и смотрим. Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу, как просто и без проблем собрать садовый стул Кентукки. Более того, вы узнаете, как легко сделать вместо такого стула кресло. И, конечно, в соответствии с тематикой канала, должен сказать, что изготовление этих предметов садовой мебели не представит трудности для начинающих. Как уже было сказано, изготовить садовый стул Кентукки просто. Он сложен в проектировании. От длины каждой детали и мест сверления отверстий зависит его устойчивость и угол между сиденьем и спинкой. Но все уже рассчитано за вас. Для этого вам понадобится брус 30×40, шпильки М8. Гайки М8 лучше колпачковые и шайбы под 8 мм. Инструмент. Пила в любом варианте, дрель или сверлильный станок, фрезер, можно и без него, шлифовальная машинка, без нее не надо, сойдете с ума, шуруповерт, очень желательно, и ваше желание. Подготовка деталей для стула Кентукки. В моем варианте брус необходимо разделить на отрезки, как указано в таблице. Закупать брус, естественно, надо с запасом. Старайтесь брать ровный, без трещин, сучков и смоляных карманов. Шпильки также используйте с запасом по длине. Грани брусков необходимо отфрезеровать радиусной фрезой с подшипником. Если нет фрезера, обработайте шлифовальной машинкой. Обратите внимание на латинские буквы внутри таблицы. Они пригодятся вам позже. Далее производим сверление отверстий на кромке шириной 40 мм. Для шпильки М8 я рекомендую воспользоваться сверлом 10 мм. Отверстия должны сверлиться строго под 90 градусов. После этого тщательно шлифуем бруски, вам на них сидеть. Следующим этапом наносим защитное покрытие на каждую деталь. Покрытие на ваше усмотрение. Делать это после сборки будет сложно. И качественно не получится. Сборка стула заключается в соединении деталей при помощи резьбовых шпилек и последующем их стягивании. Я рекомендую использовать для этого шуруповерт, закрепив шпильку в его патроне. На некоторых ресурсах есть варианты скрепления веревкой. Я не пробовал, поэтому и советовать не буду. Сиденье и спинка собираются отдельно. Спинка собирается из деталей 1200, 895 и 973 мм. Сиденье собирается из деталей 875, 400 и 228 мм. Далее еще одной шпилькой скрепляем между собой сиденье и спинку через детали черного цвета. На краях сиденья и спинки расстояние между соседними брусками составит 30 мм. Старайтесь протягивать шпильку так, чтобы это расстояние выдерживалось хотя бы приблизительно. На концы всех шпилек устанавливаем шайбы, обычные гайки М8, и начинаем стягивать верхнюю и нижнюю. Стягиваем равномерно с обоих сторон, чтобы соблюсти симметрию. При этом обращаем внимание на остальные шпильки, чтобы конструкция не разъехалась в стороны. Когда концы брусков соприкоснутся, обожмите гайки на остальных шпильках. Обрезаем шпильки и обязательно меняем гайки на колпачковые. Поберегите свои ноги, колготки жены и нервную систему. Стул готов. Отдельного видео по садовому сиденью Кентукки делать не буду. По той простой причине, что изготовление ее идентично изготовлению стула.
Разница между ними состоит лишь в угле между спиной и сиденьем. Если у стула этот угол составляет 90 градусов, то у сиденья 100 градусов. Достигается это изменением межцентровых расстояний отверстий на той самой маленькой черной детали. Также я рекомендую скруглить концы деталей спинки, упирающиеся в задние ножки. Эти детали обозначены синим цветом. Оба этих изделия могут быть выполнены и без сужений, то есть с ровными сиденьем и спинкой. Но этот вариант уже будет описан в видео про шезлонг. Ну что, друзья, я надеюсь, мой помощник справился достойно. Грамотная, хорошо поставленная речь, никакого акцента. В принципе, со своей задачей он справился. Естественно, я не буду прибегать к такому приему все время, но в тех видео, где идут схемы, чертежи, картинки и тому подобное, я считаю, что это применимо. Если вы не согласны, напишите мне, пожалуйста, в комментариях об этом. Что касается непосредственно этой садовой мебели, она действительно очень легко делается. Это было одно из первых изделий, что я сделал в своей жизни. Минимум инструмента, даже, я бы сказал, минимум навыка. Главное разработать чертежи или взять их в интернете. Самые первые свои я взял в интернете, следующие я разрабатывал уже сам. Некоторые уникальные, вы не найдете их больше нигде. Поэтому подписывайтесь на канал, будет интересно и полезно. Всем пока!